2040 году из-за масштабного катаклизма 70% всех спутников на орбите Земли перестали функционировать, в результате чего нарастает напряжение между двумя сверхдержавами – Россией и США. И в качестве временной меры страны отправляют низкоорбитальные спутники, чтобы собирать информацию о друг друге. Спутники часто сбивают, чтобы прекратить шпионаж, в капсулах которых находится важная информация на защищенных дисках данных, за которые нам и придется сразиться в уникальном режиме Battlefield 2042 под названием Hazard Zone. Я Рояль, и у меня для тебя, дружище, есть все детали в сегодняшнем видео, поэтому садись поудобнее, расслабляйся, нажми кнопку лайк и приготовься узнать все, что тебе нужно знать для игры в Battlefield 2042 в режим Hazard Zone. Кстати, режим Hazard Zone для Battlefield 2042 не будет бесплатным, он будет входить в состав основной игры. После сомнительного бета-теста и длительного ожидания, наконец-то нам показали уникальный режим в Battlefield 2042 Hazard Zone. Это один из трех вариантов игры Battlefield 2042 на момент запуска игры. И сегодня я собираюсь разобрать данный режим, рассказать, в чем он заключается, и поведать важную информацию. И да, друзья, это не королевская битва, это смесь Таркова и темной зоны из игры Дивизия. По этой причине вы не сможете играть в Hazard Zone в одиночку. Вы будете включены в обязательный отряд, состоящий из 4 человек, включая вас, задача у которого найти секретные диски с данными, которые находятся в капсулах, после чего прийти на точку эвакуации и покинуть опасную зону до того, как торнадо уничтожит все вокруг. Вы будете делать это, сражаясь с командами противников, которые состоят из реальных игроков, но на карте также будут присутствовать боты, искусственный интеллект. Но, друзья, мы видели уже искусственный интеллект на бете Battlefield 2042, и он оставляет желать лучшего. Количество игроков в этом режиме составит 24 игрока на консолях старого поколения и 32 на консолях нового поколения и на ПК. На первый взгляд, это небольшое количество игроков, но оно обусловлено тем, что разработчики хотят создать напряжение от ожидания боя. После высадки нам надо скооперироваться, подготовиться к схватке и выдвинуться к нужным точкам. Интересно, что количество специалистов в Hazard Zone ограничено. Это означает, что в вашем отряде не может быть больше одного специалиста одной профессии. А значит, что правильный выбор оперативника поможет победить вам в матче. Своего рода Rainbow Six. Вы должны подобрать нужного специалиста и слаженно работать в команде. Торнадо. Ну вы поняли, парни. Как я сказал раньше, он тоже здесь, и видимо он такое же редкое явление, как и на бетке. Но торнадо может появиться внезапно и убить вас, поэтому будьте осторожны и смотрите на карту, так как если вы умрете в Hazard Zone, то потеряете абсолютно все, что собрали во время матча. Чем больше рискуете, тем выше награда. Чем больше данных вы соберете, тем больше получите опыта и кредитов черного рынка. За кредиты вы сможете приобрести лучшее снаряжение для вас и вашего отряда в следующем матче. Если вам не повезло и вас все-таки подстрелили, вы можете отползти к своей команде, спрятаться и подождать реса, как в Warzone или в Apex Legends. Ну а вдруг вас убьют в нокнутом состоянии, то вы попадете на экран зрителя и будете наблюдать игру со стороны. Тем не менее, у вас всегда есть шанс вернуться в игру, если ваша команда использует вызов подкрепления. Информация от разработчика. С помощью определенных средств вызова можно возвращать поврежденных членов отряда в бой. Эти средства вызова подкрепления можно собирать, а затем использовать в любое время. Выберите точку дислокации на планшете для вызова и дождитесь таймера, после чего все ваши убитые союзники вернутся в бой, но на парашютах. Эта механика, она хоть не нова, но достаточно прикольная. И, друзья, важно, что средства вызова находятся в ноутбуках, они выглядят как ноутбуки, и эти ноутбуки разбросаны по всей карте. Их можно собирать и использовать, когда понадобится дополнительная поддержка. Сразу после выхода игры будут доступны 3 вида средств вызова. Первое — это средство вызова техники, второе — это рейнджеры, и третье — подкрепление, о котором я сказал ранее. Режим Hazard Zone будет происходить на областях 7 карт Battlefield 2042. То есть для этого режима нет уникально разработанных индивидуальных карт. И все действия будут происходить на определенных областях, вырезанных из масштабных основных карт мультиплеера. В чем же уникальность режима? Мы давайте спросим, да, разработчики, а в чем же уникальность? Зачем нам вообще играть в Hazard Zone, когда есть мультиплеер и королевские битвы, и, ну и конкуренты, да, собственно? И мы увидим ответ. Давайте посмотрим ответ. Ответ, собственно, зашел к нам в студию. И вот, друзья, у нас, это я отвечаю за разработчиков, друзья, у нас офигенное оружие, у нас классные карты.
Графика потрясающая, на рынке нет конкурентов. Графика Battlefield 2042, она уникальная. Транспортные средства есть разрушаемость, не полная, но она все-таки присутствует больше, чем в остальных играх. Вертикальный геймплей присутствует с помощью крюка-кошки, ну и в целом вы можете использовать еще транспорт и различные умения. И этот весь коктейль вы сможете применить в уникальном режиме, который будет держать вас всех в напряжении до срачки. До конца вы будете сидеть просто с мокрой спиной и седыми волосами. Закончить, да, у вас яйца посидеет, пока вы закончите каточку. Все, кто играл в темную зону в дивизии и в Хан Шоудаун и Старковом, друзья, забудьте все ваши эмоции. Вы получите нечто новое и неизведанное. Я даже не знаю, что еще придумать, какой эпитет можно использовать, комплементарный. Ну, на этом, пожалуй, я и остановлюсь. А нет, друзья, я продолжу, потому что на картах несколько отрядов и сравнительно небольшое количество игроков. То есть чемпионаты и турниры в Hazard Zone имеют высокий потенциал и киберспортивную составляющую. Помимо этого, есть доля рандома. Ну, наш дружище Торнадо, конечно же, и силы противника, которые управляются искусственным интеллектом, то есть сложные боты. Но мы видели, как эти боты работают в бетке, собственно, я ранее уже говорил, что это все оставляет желать лучшего. Но важная фишка режима в том, что ваша цель не убить как можно больше игроков, а захватить как можно больше носителей данных и извлечь их. Но точек эвакуации будет всего 2 на карте, следовательно, выжить могут только 2 отряда или вообще ни одного. Окей, вы выбрали правильное сочетание специалистов в своем отряде, и DICE рассказывает, насколько это важно, и показывает пример того, как может измениться ваш геймплей. Разработчики показывают нам атакующий отряд, состоящий из Макея и Марии Фальк. Затем переключается на более оборонительный отряд, где находятся Ирландец и Борис. И третья, но не заключительная комбинация — это Каспер и Мария Фальк. Если вы хотите быстро бегать по точкам в стелсе, то это будет ваш выбор, да, избегая боев. Помимо самого геймплея, DICE предлагает нам систему под названием мета-игра. Допустим, вы со своим отрядом пошли к упавшему спутнику и извлекли диск с данными. Этому диску приравнивается стоимость, которая конвертируется в отдельный вид внутриигровой валюты, так называемые кредиты черного рынка. И вы можете потратить эти кредиты на черном рынке перед каждым матчем, закупив оружие, гаджеты и тактические улучшения. Причем слоты для всего будут ограничены. То есть вы тратите эти деньги и улучшаете свою экипировку перед каждым следующим матчем. И чем больше матчей вы выиграете, тем сильнее и лучше станет ваше оружие и эквип. Интересно, что уровень привязан к отдельному специалисту, за которого вы играете. Он увеличивается с каждым раундом на 1 и сбрасывается до 0 в неудачных играх, где вас убили. Чем больше носителей с данными удастся забрать в Hazard Zone, тем больше опыта и кредитов получат члены отряда и вы. А с каждым успешным завершением матча подряд за одного и того же специалиста для игрока будет увеличиваться множитель под названием серия эвакуаций. И вам буду давать скидки на следующую покупку экипировки, но если вы проиграете матч, то все потеряете, в том числе и уровень вашего специалиста. Итог таков: ваш специалист и лодаут — это все, за что вы будете сражаться. Если вы умрете, то придется начинать все сначала. Так что же это за тактические умения, которые вы сможете получить в начале матча? Друзья, это особые пассивные способности. Для начала я расскажу вам о 2 бесплатных. Первая — это начальная броня, которая дает плюс 20 ПДФ. И вторая — это удвоенная награда, которая дает аж 50% дополнительных кредитов при убийстве оккупационных сил, которыми управляет искусственный интеллект. Остальные тактические умения платные за внутриигровую валюту. Их 15 на старте, но разработчики обещают добавлять новые умения в будущем. Все умения улучшают вашего персонажа и делают его значительно сильнее с каждым уровнем. В итоге DICE нам показал, как будет выглядеть матч поэтапно. Первое — это подготовка, просмотр брифинга с особой информацией о миссии и карте и выбор специалиста с экипировкой. Затем происходит высадка, десантирование на парашютах в заранее установленную точку. После чего происходит сбор данных, поиск дисков, разбросанных на карте, и примерно в середине матча упадут еще несколько спутников.
соперников, после чего последует первая эвакуация, прибытие вертолета на случайную точку на карте. О ней игрокам сообщат через несколько минут после старта матча. И заключительная эвакуация, прибытие второго вертолета на случайную точку. Окно для эвакуации открывают через 10-12 минут после старта матча. Если вы не успеете эвакуироваться, то потеряете весь прогресс. Но, друзья, даже если вы погибли, но один член отряда эвакуировался, то вы сохраните и получите как прогресс, так и валюту. И знаете, бойцы, я бы поиграл в это. Немножко тактики, немножко напряженности антуража Battlefield и графика, конечно же. Чуть меньше область карты. Блин, друзья, просто не режим, а пушка. Здесь будет масса возможностей для интересного игрового процесса. Механика с потерей всего прогресса. Интересная и пугающая. Блин, она меня даже манит к себе. Но я бы хотел, чтобы давали все-таки какое-то поощрение игрокам. Например, за серию из 10 побед разблокировали бы скинчик на оружие или на оперативника, который можно было бы использовать как в мультиплеере, так и в Хазар-зоне, в портале. То есть, да, оно бы никак бы не влияло на механику игры, но давало бы чувство удовлетворения, и что задача выполнена. Ну, плюс вы можете потешить свое самолюбие и попонтоваться, да, другие игроки увидят, ого, вот такой вот крутецкий мэн, что прошли Хазар-зон 10 серий подряд и ни разу не отъехали. По-моему, это очень классно. Ребята, напишите обязательно свои мысли в комментариях, что вы думаете о Хазар-зон, то, что уже через пару недель мы все окунемся на поле битвы и получим, ну, я очень надеюсь, что фантастические, незабываемые эмоции. Ну, по крайней мере, в первые дни-то уж точно. А если видео было полезным, бро, ставь лайк. Если нравится такой контент, то подписывайся на канал. И мы увидимся в следующем ролике. А с вами Рояль. Всем пока, друзья. До новых встреч. Тушим связь.